Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязать вот такой красивый фактурный узор сотый крючком. Я буду показывать на пряже Alize Superlana Maxi и буду вязать крючком номер 6. Для узора необходимо набирать нечетное количество петель. Я для образца наберу 15. Воздушная петля для подъема. И во вторую петлю от крючка провязываем первый ряд столбиками без накида, просто в каждую петлю цепочки за верхнюю дужку. Провязала первый ряд. Хвостик здесь, как обычно, распускаю узелок. Подтягиваю и поднимаю хвостик наверх. Прохожу верхнюю горизонтальную последнюю за левую стенку последнего столбика, подхватываю хвостик и вывожу наверх. И во втором ряду просто по ходу вязания буду его ввязывать. Одна воздушная петля для подъема в конце каждого ряда, переворачиваю полотно и во вторую петлю от крючка провязываю второй ряд, он будет еще подготовительным. Также провязываю столбики без накида в каждую верхнюю горизонтальную и параллельно ввязываю хвостик. И начиная с третьего ряда будем формировать узор. Начинаем ряд во вторую петлю от крючка, провязываем под верхнюю горизонтальную столбик без накида. Далее формируем вытянутый длинный столбик и провязываем его под основание столбика в первом ряду, второго, чтобы у нас все здесь соответствовало нашей последовательности провязывания. Вторая верхняя горизонтальная в третьем ряду, но мы опускаемся под второй столбик в первом ряду. Вот он. Достаем рабочую нить, свободно вытягиваем петлю длинную и провязываем 2 петли на крючке вместе. Вот такой длинный вытянутый столбик у нас получился. Далее под верхнюю горизонтальную, следующую, третью, провязываем столбик без накида. Далее вытянутый длинный столбик, опускаемся под первый ряд соответствующего столбика. Свободно вытягиваем петлю и провязываем ее. Следующий столбик под верхнюю горизонтальную, следующий вытянутый под основание первого, под основание столбика в первом ряду. Провязали и так вяжем до конца ряда. Подхожу к концу третьего ряда, остается провязать один вытянутый столбик длинный. И в последнюю верхнюю горизонтальную под нее столбик без накида. Все, провязала третий ряд. Это будет наш изнаночный ряд. Воздушная петля для подъема, переворачиваем и начиная с четвертого ряда, это наш лицевой ряд, мы будем уже формировать сетку. И формируется она за счет того, что мы провязываем вместе вот эти ниточки, которые вытянутые, длинные, разных столбиков. Мы их провязываем вместе столбиком, и они будут выстраиваться потом вот в такую сетку. Вот эту пару нам надо будет провязать вместе. Вот эту. То есть те ниточки, которые находятся дальше друг от друга. Не вот такие галочки, а именно одну часть этой галочки и вторую часть другой галочки. И смотрите, тут начало ряда в лицевом ряду, в лицевых рядах будет всегда чередоваться, меняться. Вот здесь мы видим, что вот у нас начинается ряд с вот длинная петля,
да, и здесь длинной петли нет, а нам их нужно попарно провязывать. Поэтому мы здесь начнем, когда у нас вот так вот далеко будет вот эта пара вытянутых петель, мы будем начинать ряд с 2 столбиков под верхнюю горизонтальную. Вот во вторую петлю от крючка, как обычно, провязываем первый столбик и второй. Дальше вот мы уже подошли к нашим длинным вытянутым петлям, подхватываем сначала обе эти ниточки, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Дальше под верхнюю горизонтальную провязываем столбик без накида. Длинные ниточки подхватываем, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Под верхнюю горизонтальную столбик без накида. Дальше ниточки 2, столбик без накида, столбик под верхнюю горизонтальную. Итак, идем до конца, и ряд мы закончим 2 столбиками без накида. Сейчас провяжем самостоятельно и встретимся в конце. Так, вот провязываю последнюю пару вытянутых нитей. И вот остается, вот видите, ряд здесь заканчивается таким образом, что здесь только одна длинная ниточка, поэтому мы здесь провяжем 2 столбика. Один под верхнюю горизонтальную и второй. То есть так как начинали ряд, так мы и заканчиваем. Да? Вначале у нас было 2 столбика, затем мы по пары вот этих ниточек провязывали, чередуя с классическим провязыванием столбиков. И в конце 2 столбика под верхнюю горизонтальную. Далее делаем воздушную петлю и переходим на вязание 5-го ряда. И далее 5-й ряд у нас изнаночный. И все изнаночные ряды у нас также будут чередоваться. Да? У нас иногда будет начинаться с длинного столбика, иногда с обычного. Здесь все зависит от того, каким был предыдущий лицевой ряд. Если у нас предыдущий лицевой ряд закончился 2 столбиками, как вот мы сейчас провязали, значит мы начинаем с вытянутого столбика. И вот проходим вот верхняя горизонтальная вторая, в которую нам надо было бы провязать столбик, да, но нам надо вытянутый сделать, и мы опускаемся вот сюда, на ряд ниже, под основание вот этого столбика. Вытягиваем петлю и провязываем первый вытянутый длинный столбик. Далее идем, как обычно, мы чередуем обычным провязыванием классическим под верхнюю горизонтальную. И далее вытянутый столбик. И здесь, смотрите, вот я опускаюсь на ряд ниже. И обязательно здесь мы проходим вот так между вот этими 2 ниточками. Вытягиваем и провязываем. Далее под верхнюю горизонтальную столбик. Далее вытянутый столбик, на ряд ниже опускаемся. Здесь у нас в центр обязательно крючок должен пройти. Вытягиваем и провязываем. И так вяжем до конца ряда. Закончим ряд длинным столбиком. И провязываю последний длинный столбик. Прохожу под последний столбик на ряд ниже. И провязываю длинный вытянутый столбик. Все, провязали 5-й ряд изнаночный. Воздушная петля для подъема, переворачиваемся и вяжем лицевой ряд, 6-й. 6-й ряд у нас будет начинаться с 1 столбика, да, затем будем провязывать пары длинных вытянутых петель. Да, здесь уже, я думаю, что вы принцип поняли, и здесь хорошо видно, что ближе к началу ряда у нас лежат вот эти пары, которые мы вместе провязываем. И также еще можете ориентироваться на то, как мы заканчивали предыдущий ряд, да, изнаночный. Если у нас был закончен вытянутым столбиком длинным, значит у нас будет начинаться и заканчиваться этот лицевой ряд одним столбиком без накида под верхнюю горизонтальную. И провязываем во вторую петлю от крючка, вяжем сначала столбик под верхнюю горизонтальную, затем 2 ниточки провязываем вместе столбиком без накида. Дальше под верхнюю горизонтальную столбик и 2 ниточки столбиком без накида. Под верхнюю горизонтальную 2 ниточки столбиком без накида.
И так вяжем до конца ряда. Ряд закончим одним столбиком без накида под верхнюю горизонтальную. Так вот, подхожу к концу ряда, провязываю последнюю пару ниточек длинных и под верхнюю горизонтальную столбик без накида. Провязали 6 ряд. Воздушная петля для подъема, переворачиваемся и вяжем 7 изнаночный ряд. Если у нас предыдущий лицевой ряд заканчивался одним столбиком без накида под верхнюю горизонтальную, значит изнаночный этот мы будем начинать также столбиком без накида под верхнюю горизонтальную. И во вторую петлю от крючка провязываем первый столбик, далее вяжем вытянутый длинный столбик, да, опускаемся на ряд ниже, проходим, здесь обязательно между ниточек у нас крючок проходит, подхватываем и формируем вытянутый длинный столбик. Дальше под верхнюю горизонтальную и на ряд ниже вытянутый длинный столбик. И вот так чередуем до конца ряда. Ряд у нас закончится столбиком без накида под верхнюю горизонтальную. Так, вот этот хвостик, который я ввязывала, я его переведу на изнаночную сторону и потом обрежем. Провязали 7 ряд, вот как у нас уже выстраивается красивый узор. Далее переходим на вязание 8 ряда лицевого. Начинаем с 2 столбиков под верхнюю горизонтальную, затем провязываем вместе 2 ниточки. Тут также либо можете визуально определять, да, с какого количества столбиков вам начинать, либо ориентироваться на то, как вы заканчивали предыдущий ряд, изнаночный. Если он был закончен столбиком без накида под верхнюю горизонтальную, значит вы начинаете лицевой ряд 2 столбиками под верхнюю горизонтальную, затем вяжете 2 ниточки вместе. Если изнаночный ряд был закончен длинным столбиком, значит следующий лицевой ряд вяжем, начиная с 1 столбика под верхнюю горизонтальную и далее уже соединять. Ну, здесь в принципе визуально, здесь уже, я думаю, вы понимаете, да, что вот это одна ниточка крайняя, да, ее не с чем нам соединить, поэтому мы здесь вынуждены провязать столбик 1, да, под верхнюю горизонтальную. Эти ниточки мы никак не соединим, это не по узору, значит мы сюда тоже провязываем 1 столбик под верхнюю горизонтальную и дальше уже идет соединение. И давайте последний 8 ряд я сейчас с вами провяжу. Начинаем под верхнюю горизонтальную, вторую, первый провязываем столбик и второй столбик под верхнюю горизонтальную. Дальше видим 2 ниточки, подхватываем их и провязываем вместе столбиком без накида. Дальше столбик без накида под верхнюю горизонтальную, 2 ниточки вместе, столбик без накида под верхнюю, 2 вытянутые нити вместе. И так чередуем до конца ряда. Ряд закончим 2 столбиками под верхнюю горизонтальную. 8 ряд провязала. Переходим на вязание 9 ряда изнаночного. И здесь помним, что если у нас предыдущий лицевой ряд заканчивался 2 столбиками под верхнюю горизонтальную, то мы начинаем ряд с вытянутого столбика. Если предыдущий лицевой ряд у нас закончен 1 столбиком под верхнюю горизонтальную, то мы будем начинать тоже 1 столбиком под верхнюю горизонтальную, а затем уже провязывать вытянутый длинный столбик. Тут в принципе тоже по узору, да, в шахматном порядке идут на изнаночной стороне вот эти длинные столбики. Тут тоже уже можете визуально, да, понимать, что сюда мы сначала провяжем вытянутый столбик, затем под верхнюю горизонтальную, затем снова вытянутый под верхнюю горизонтальную. Да, и так они чередуются в шахматном порядке. Я надеюсь, что вы поняли принцип. Если что-то непонятно, обязательно задавайте в комментариях вопрос. В итоге получается очень такой красивый, плотный, фактурный узор. Он прекрасно подойдет для сумок. Его можно вязать из разной пряжи. Вот пряжа, да, это шерсть с акрилом, это джут. Я уверена, что будет и в хлопке хорошо смотреться, в трикотажной пряже, и в полиэфирном или хлопковом шнурах. Он очень хорошо держит форму, поэтому в первую очередь этот узор я бы рекомендовала для сумок. Возможно, он еще подойдет
изделию для подушек. Какие бы вы изделия связали этим узором, очень интересно будет почитать, напишите в комментариях. Ну а я буду продолжать вязать этот узор из жута. У меня это положено на начало для сумочки. Я потом обязательно расскажу про расход пряжи, про то, сколько я набирала воздушных петель, сколько провязывала рядов, и, конечно же, покажу саму сумку, когда она будет готова. Все, большое спасибо вам за просмотр, оставляйте комментарии, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали и вам нравятся мои видео, и также смотрите, конечно же, другие мои видео. Все, до новых видео, пока-пока!